Приветствую любителей турбореактивной тяги. Ну вот потихонечку и настает тот момент, когда мы испытаем нашего коршуна на максимальную скорость. Как вы могли заметить, серии выходят не так уж часто, как нам бы этого хотелось. Но, друзья, побитие рекорда скорости дело непростое, приходится все время делать какие мелкие модернизации, которые я сейчас незамедлительно озвучу, а потом мы возьмем самолет под мышку и поедем на аэродром, запускать его и ставить новые рекорды. Смотрите, даже чек-лист уже подготовил. Потому что без этой простой бумажки становится уже довольно-таки трудно собираться. Видите, сколько всего нужно взять с собой и сколько всего нужно учесть. Ну, собственно, все как в большой авиации. Итак, смотрим на доработки. Облегчил вот эту крышку. Убрал около 100 грамм веса. Далее перенес видеопередатчик вовнутрь. Вот так он теперь здесь компактно установлен. И снабдил его дополнительным вентилятором. Не знаю, к чему это приведет. Когда он снаружи, он лучше работает. Но зато, когда он внутри, лучше аэродинамика. Далее аэродинамически облегчил тяги, кабанчики и качалки на самолете. Теперь они более аэродинамически совершенные, более тоненькие, обтекаемые. Все поскруглил везде. И еще усилил петли. Ну, естественно, установил уже капотик на двигатель. Видите, вот это выход дренажного отверстия. Он будет создавать небольшой наддув в бак. Недавно выяснилось, что потек расходный бачок. Перенес приемник радиоуправления, расположил антенны вот здесь, где-то по центру носа. Нос у меня, если что, радиопрозрачный, потому что выполнен целиком из стекловолокна. Значит, смотрите, друзья, чтобы ничего никому не мешало, здесь установлен GPS. Довольно-таки далеко от него находится передатчик видеосвязи. Ну а посередине находится приемник. То есть передатчик вот этот, он может в принципе мешать приемнику и мешать GPS, потому что они плюс-минус там на одной частоте находятся. У этого 900 МГц, здесь 1300 МГц, здесь 1200 МГц. Ну, так как все довольно-таки сильно разнесено, мешать по идее не должно. Все, друзья, готов аппарат. Даже течь в бачке устранил. Вот полный список произведенных работ. Кому интересно, можете почитать, полюбопытствоваться. Итоговый и заправленный вес нанес на борт самолета. Здесь у нас обозначены веса и нагрузка на крыло. Теперь точно можно хватать подмышку и вперед на аэродром. Ну что ж, ребята, опять мы на гостеприимном аэродроме Пешково. И сейчас будем пробовать ставить новый рекорд. Смотрите, все уже готово. Так, ну что ж, подключился GPS, будет показываться скорость на очках. Очки пока надевать не буду, летать в очках не буду. Хочется просто в визуальном полете попробовать, как будет себя вести самолет. Пошел! Я пока что настраиваю триммера, чтобы можно было нормально лететь. Его вниз тянуло очень сильно. Сейчас полегче будет скоро. Так, надо, короче, потихонечку к посадке стремиться. Каким-то образом чудесным будем сажать, как получится.
Должно, по идее, получиться, но что-то он летит. Что-то ему тормозов не хватило, короче. Погнали на второй заход. Ну, почти удачно. Блин, до травы что-то не дотянул чуть-чуть. Шкребанул по земле. Вот такие вот дела, ребята. Успешная посадка более-менее. Самолет по-любому целый. Он и не такое выдерживал. Небольшая скользячка с вращением, скажем так. Тележка вон она. Як не спотыкнется. Вот так вот. Ай, красавчик, блин. Ну что, Олежка, как летает? Я еще подпривык, но я просто не привык. Он пипец какой он, блин, жесткий. Тебе как? Короче, очень быстро летал. Отвык я снимать, не знаю. Дядя, это первый полет был. Ты думаешь, я летать не отвык? Снимать он отвык. Короче, Я первые разы просто в каком-то вахере был. Просто. Я не понимал, что я, куда я попал. Ну, другой уровень, другая скорость. Короче, получается, все нормально, все успешно, ребята. Все работает. Система пригодна к дальнейшим испытаниям. На максималку я его еще пока не вывел, но обязательно выведу. Куда деваться? Еще FPV не пробовали, ребят. Но FPV, похоже, будем пробовать мы в следующем видео. Ну, а в этом еще попробуем, наверное, летануть. Посмотрим, как он прет. Хочется, чтобы облака были на небе. Ну что, ребята, вы видели? Нет, вы видели? 447 километров в час. И это было сделано просто на изи. Даже не вот так вот, не с разгоном сверху вниз, а просто на ноже он сделал эту скорость. Я, честно говоря, сам не ожидал. Неужели все мои вот эти вот движения по аэродинамике и увеличение мощности помогли настолько, что самолет стал чуть ли не в 2 раза больше в крейсере лететь? То есть я там видел, он и 300 постоянно летел, и даже под 400 я над полосой пролетал. А это, я вам скажу, не шутки нифига. И это было сделано на лайте. А что же будет, когда начнем хардкорить? Вот, приехал второй раз. Естественно, еще один раз заново перенастроил весь самолет, добавил ему тормозов. Теперь углы сильно больше. Сделал также корректировки по триммерам. Добавил немножко триммеров, чтобы можно было отстроить самолет, чтобы он, как говорится, если ручки бросить, сам летел. И сейчас, ребята, мы будем еще раз бить рекорд скорости. До 500 километров в час осталось совсем чуть-чуть. Легко. Убежал. Красавчик, деревья. Ёлки-палки. Как так, а? Сам не знаю. Вот это да. Вроде нормально было. Шло нормально сюда, прям Че, он доходило, резко обвалился? Да нет, он просто далеко был, получается. Короче, впоролся в деревья самолет, ребят. Все, скорее всего, ему конец. Не знаю, как так, вот как-то так. Хотел красивую посадку, подальше завел. А он впоролся в деревья, походу.
Никогда не летайте на таком солнце, ничего не понятно, что происходит. Ну, по ощущениям, по-моему, рекорд был. По-моему, должен быть. Вот если он в стволы вот эти упоролся, как ты думаешь, выжил он или не выжил? А треск пошел. Треск хороший был. Треск, да, слышно было. Короче, какие-то непроходимые джунгли, ищем самолет. Игорь сказал, видеосвязь показывает. Где-то он лежит. Нашли самолет, ребята. Фух. Иди сюда. Вон он, смотри. Вижу. Сейчас покажем отсюда. Вон он. Ну, по крайней мере, он не совсем сломанный. Можно сказать, что целый даже. Правда, как его оттуда телепортировать на землю? Осталось его достать. Вон он самолет, а вот он ствол. Ствол в колючках весь. Как спасать, непонятно. Кошмар. Рули, вижу, вырвало направление. Короче, идет просмотр контента. Вот так вот все это дело получается. О, 500! 540, Едит твою дивизию! Легко, есть рекорд! 540, ты видел? Вот это да! Ну, видишь, как я начал наваливать, сразу скорость пошла. Ну, 550 было, короче, где-то. Вот опять 530. 540 было, в общем, максимум. 40. Все, есть уже рекорд, все. Все, есть рекорд, все, зафиксирован рекорд всеми ребятами. Ресторан? Вот сюда по дороге. Сейчас потихонечку едем. Увидел, да? Да, вот он. Да, ну знаю. Вот он, да, вот надо. Сможем же? Ну, вообще. Ух! Чтоб я его за нос, чтоб я его схватил, чтоб он не упал, когда будет. Ага, вижу его уже. Да, видно раны видно. Ух. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, уже схватил. Эх, камера куда-то спрыснула. Вот это обидно. Да, все. А вот камера телепортнулась куда-то. Камеру, наверное, не найти уже в этих лесах. Блин, жалко. Вот, видите, какие здесь проблемы. Здесь прям вот фонариком упоролся. Но света больше не будет, получается. Вот. Это тоже жестко дало починиться. Это что-то прям вообще оторвало. Рули, самое главное, целые остались или нет? О, загнуло. Ай-яй-яй-яй, ничего целого не осталось, короче. Ну, геометрия не нарушена, это точно. Эти тоже жестко все. Дерево, видишь, как эпично встряло. Да. Совсем не фарт. В лесу искать камеру какую-то. Того чичи, мац. Это фарт. Горячая, капец. Рядышком лежала, вся светится, блин. Фух, ребята, чистый фарт. Нашел камеру. Я уж думал, все, не найдем. Смотрите, она пострадала, но продолжает снимать. Вот так я ее и нашел, с открытым лючком. А это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас будут с нее красивые кадры. Вот что самое главное для нас. Не камеру жалко было на самом деле, хотя ее тоже, но кадры, это бесценно просто. Можно подвести итоги. 500 плюс километров в час у нас есть. Я буду чинить вот этот самолет. Геометрия там не пострадала. Летать он будет точно так же.
как и новый. И мы еще сюда вернемся и дадим жидкого уже по FPV. Попробуем с высоты дать ему огня. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, поддержите лайком наши страдания и старания. Все, всем пока, до новых встреч!